Привет, привет! Всем доброе утро! У кого добрый день, тому добрый день. Девочки, кто помнит мой подарок от Марины? Вот хуечки, которые Марина мне прислала. Я их усадила в горшочки и разрезала полинейру брогет на 2 черенка, потому что стояла в воде у меня эта компания из черенков, и начался листопад. У брогет тоже. Я вот сначала так в ключик, но сейчас хочу в контейнер это все поставить. Я не знаю, я думаю, ну постоит там на лоджии, на полочке, в кулечке, вернее в водичке. А потом смотрю, начался листопад и пожелтение листа у полинейры, нижних листьев, у черенка. Я бегом взяла торф классман и вот на всякий случай черенок разделила на 2 части и 2 части посадила. Но вижу, что вот эта нижняя часть совсем на меня обиделась и начала желтеть. Я сейчас взяла контейнер, что-то я решила с пакета убрать. В пакете переворачивается, мне не нравится. И буду вот так ставить сюда. И будем наблюдать. Так, вот эту красоту я ничем не накрывала. Это Dischidia Apple Leaves. Я ее даже и корни не наращивала. Я ее сразу в грунт высадила. И просто поливаю. Я очень рассчитываю на ее неприхотливость. Такая вот я. Ну вот смотрите, уже вторые, нет, даже третьи сутки, и тургор не потерян, то есть пока нормально. Очень надеюсь, что будут корешки и что она, ну, меня не расстроит. Вот так вот она. Тяжелый такой вазончик, все еще влажно. Даже не накрываю ее целлофаном, ничего не делаю. Вот просто так воткнула и сидит. Если что-то увижу подозрительное, сниму черенок, срежу и буду проращивать в тепличке. Ну вот такой мой эксперимент с Dischidia Apple Leaves. Мне кажется, что Dischidia, они без всяких заморочек, не так они капризны, как многие хои, поэтому я как-то вот так рискнула, не знаю. Так, здесь вот у меня тоже хоечка, я ее на 2 части. Так, где ее нижняя часть пушистая? По-моему, это. Да, тут был такой черенок, я низ обрезала, высадила вот сюда. Там узелок я утопила. И здесь вот так узелок утопила. Тут с новыми растущими листиками. Очень надеюсь, что какой-то из этих черенков пойдет в рост. Я подпишу, как называются эти хуи. Сейчас не помню. Там какая-то гигас, но мне кажется, что гигас это вот это. Так мне кажется. Один черенок, к сожалению, который был самый первый, он у меня не пришел в себя. Пришлось с ним расстаться. Ну, ничего страшного. Так, вот так. Вот так, вот так. Это выглядит. Будет выглядеть высоковато, конечно. Ну, ничего, нормально. Главное, чтобы укоренилось. Эх, вот этот вот портит весь натюрморт. Ну, ладно. Какая-то ринзи. По-моему, это вот это. Она желтеньким. И да, ринзи, по-моему, так она называется. Она желтенькими цветочками цветет. Вот это вот она, по-моему. Ну, полинейра. Не знаю, что это будет толк. Мне кажется, что это с нижнего черенка, наверное, толка не будет. Ну, посмотрим, посмотрим. Так, и это, мне кажется, что это гигас. Гигас, наверное. Тоже я разделила на 2 части, даже на 3. Здесь вот, видите, палочку тоже воткнула с узелком, но без листьев. Это лист от того черенка. Вот. Посмотрим. Так, ничего не закрепляю, они вроде нормально стоят.
О, я так смотрю, что нам тут уже некуда даже помещаться. Придется как-то поплотнее стать. В общем, в тесноте, да не в обиде. Подвинемся, 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 все вместимся. Еще надо будет найти место для контейнера на какую-то из полочек. Я думаю, что будут на освещении... Ой. О, видите? Вот они совершенно без корней. Я их просто вот так воткнула. Поддела, и он вылетел у меня. Так. Это уже не первый опыт укоренения, поэтому я не переживаю, ребят. В тепличке должно все наладиться и пойти в рост. Так. Все. Ну, что-то может, конечно, пропасть. Но это уже вот сырье изначально не годится, но я не хочу с ним расставаться. А вдруг где-то там ростик пойдет? Сниму, например, эти пропавшие листья, они пока нужны. А может и не... Ну, в общем, не знаю, ребят. Посмотрим. Так, накрываю и отправляю в теплое освещенное место. Я, кстати, сегодня еще расстроилась. Ну, не то, что расстроилась. Вот лакунозу я, короче, пересушила свою эскимо. И я к ней ее потом полила хорошенечко. Ну, видимо, она корни скинула. И я вот черенок себе срезала с лакунозы. Думаю, на всякий случай. Если та взрослая совсем не придет в себя, то вот черенок даже отошел в воде, мне кажется. Это вообще был как папирус. Вот хои так и делают, что они очень часто так себя ведут. Ну, вот, кстати, этот черенок можно было сразу посадить в грунт. Вот точно так же в теплицу. Но я подумала, думаю, ладно, пускай пока напьется воды, чтобы лист хоть чуть-чуть возобновил тургор. А потом будем посмотреть. Вот здесь на полочку ставлю. Я бы, конечно, и контейнер где-то здесь поставила, но совсем нет места. Понесу все-таки я его на хорошее освещение. Пока первое время... Ну, я вообще не проветриваю. Я оставляю вот так и не проветриваю. Уже много поукореняла. Сказать, что были случаи, когда у меня не укоренялось, в принципе, нет. Вот сейчас укореняла ундулату. Сейчас вам принесу, покажу. Она у меня в таком ведре была. Вот моя ундулата. Она уже стоит неделю здесь. Вот смотрите, какие у нее корни растут. Молодец. Даже, ну, там сверху на грунте корни, потому что она в тепличке стояла. Сейчас она уже, говорю, неделю здесь на стеллажике под искусственным освещением стоит. Адаптируется к условиям таким нашим. Так, здесь у меня новобоенсис. Тоже когда-то была в тепличке. Разрастается. Уже так давно. Уже не первый месяц. Классненькая. Так, я, кстати, уже легкая совсем Белла. Нашла вчера один бутончик, она скинула, видите? Но она, кстати, так пьет, как не в себя. Сейчас надо пойти ей... Сейчас принесу сюда водичку, предложу ей попить, потому что вижу, что, ну, вообще, по сравнению с другими, она прям очень легкая. Любительница водных процедур. Так, и вот здесь у меня в ведре уже новая партия. Заодно посмотрим. Видите, клубенек алаказии дракон. А здесь хишкелиана. Но они недавно сюда поставлены, поэтому еще корней нет. И вот черенок от латифолии Pot of Gold. Макрофила. Мы ее раньше называли. И вот тут он даже, в принципе, и света не сильно много. И здесь укоренялась у меня вот в этом месте, в ведре, у меня укоренялась ундулата. И очень даже неплохо укоренилась. Так, что у меня здесь? Давайте посмотрим. Здесь у меня доращивает бутоны. Этот красавчик. Все, надо уже его скоро пересаживать. Красивая орхидея очень.
тоже быстро выпивают водичку, потому что сейчас и жарко, и он цветет. Он молодец. Так, здесь у меня тоже сундук с коштовностями. Так, это я себе оставила неказистый черенок моей принцессы. Не знаю, корень это или нет. Не, похоже, что еще корней нет. Вот я просто увидела, что там пятнышки, и я не стала никому его предлагать. Думаю, хай у меня будет. Так, здесь я воткнула алаказию, тоже 2 детки. Ну, мне кажется, я неправильно сделала. Ну, ладно, выброшу так выброшу. Так, здесь у меня вот усик от принцессы, который я в мох высадила. И он здесь у меня прям пошел корни растить во влажной среде, даже вот так. Интересное кино. Но здесь пока корней вряд ли я увижу здесь корни, еще рано. В мох посадила. В мхе не пробовала укоренять, попробую. Так, кто здесь у меня еще? Попросили меня укоренить Лизу. Ну, только недавно поставила ее на укоренение. Посмотрим. Пока корней нет, еще рано. И вот у меня 2 черенка тоже по просьбе. Это мой мадагаскарский жасмин. Ой, он тут, кстати, с цветоносом. Этот лист, наверное, отпадет. Я срезала черенок и разделила его. Или это 2? В общем, 2 черенка у меня здесь пытаются укорениться. Я уже девочкам отсылала свои укорененные мадагаскарские жасмины. Надеюсь, что с ними все в порядке. Так, и это, наконец-то корень появился. Это Silver Dollar, который я обещала одной прекрасной девушке, которая подарила мне много интересных хоечек. И вот я обещала и жду, пока там как-то больше по поверхности, да? И тут лужа у него. Я перелила воды, но считайте, что он в воде. Постепенно вода испаряется, и он обрастает. Надо добавить просто грунта. Сейчас добавлю грунта и засыплю этот верх. Это Silver Dollar от моего детеныш. В общем-то, вот здесь такие вот у меня дела. Еще непонятные совершенно происходят. Совершенно непонятные. Что-то да укоренится. Будет у меня еще одна коробочка. А там не корень сверху пошел уже, да? Смотрите, уже он, по-моему, сверху корешок от принцесски. Девочки, как там ваши принцесски? Поукоренялись или не поукоренялись? Те черенки, которые я вам отсылала. Моя теперь стоит совершенно... Сейчас покажу вам, где она. Но на полочке здесь совершенно обчекрыженная, вся обрезанная под ноль. Вот с этим листом варигатным. Не стала я там дальше резать. Пока тишина. Так, а что там с тургором? Она сейчас на меня обиделась, конечно, пока она даст где-то почку. Где-то что-то она должна ее дать. И мы все, затаив дыхание, ждем, что будет у меня и что будет у вас. Аж прямо интересно, да? Где-то здесь она должна стрельнуть, да? Пока вроде тишина. Ну, мадам, серебряная принцесса. Это вот весь вар. И этого вам хватит. Ой, я не могу. Так, но ундулата меня порадовала. Я долго, конечно, ну как долго? Больше месяца ее укореняла, но она потом раз и пошла. Теперь я жду от нее какое-то движение. Черенки, короче, жду. Ну, жду, чтобы она не черенки, а, господи, ростик жду. Ростик. Чтобы она где-то что-то разбудила. Так, а ты давай процвети. Я хочу посмотреть, какой ты красивый.
Чего бросила? Теперь несимметричный зонтик получился. Ну, видимо, или я задела, или я не дополила. Скорее всего, второе. Ну и первое тоже возможно. Так, сейчас сюда насыплю. Пристрою эту красоту. Ой. Так, ее закручу. Она тут в условиях... Видите, ус от принцессы. Но я жду корней. Жду от корней, потому что ну, без корней дело не будет. Так что, друзья, пожелайте нам крепких корешков и красивых листиков. Всех обнимаю. Всем мира и добра. Всем всего самого наилучшего. И пусть ваши растюхи вас радуют и не огорчают. Вот такой вот у меня теперь сундучок коштовностей. И горшочек яблочек. Так, ребята, прошло. Сколько прошло? Наверное, прошло 2 недели, по-моему. Да, 2 недели прошло. Сейчас заглянем в этот ящичек. Это мы пришли с рынка. Перемыла здесь я пока персики, абрикоски. Притащила нашу тепличку. Видите, там какая влажность высокая. Сейчас мы глянем, кто как себя здесь чувствует. Я еще подсадила недавно, пару дней назад, росточек Dishedia Apple Leaves. Но пока здесь ничего не видно. Так, помните 2 листика Полинеры Брогет? В общем-то, в принципе, корень есть. Жить будет. Надо ждать ростик. Так, это вот тот нижний черенок. Здесь верхняя часть черенка. Тоже есть корни. Здесь просто матовый стаканчик. Плохо видно. Ну вот корень по поверхности стелится. Так как здесь влажно, то он прям стелится сверху. Это неплохо тоже. В общем, полинера нормально. Так, вот эта красота, там, где мы с палочкой воткнули корни. Вот корень какой. Ух, смотрите. Так, а палочка, значит, не прижилась, да, я так понимаю? Или прижилась? Чьи там корни? Не палочки случайно? Не, палочку, ребята, я выброшу. Палочка не пошла в рост. Ну, что и стоило ожидать. Палочка в рост не пошла. Пошел в рост черенок с 2 листиками. Та-ра-ра-ра-ра-ра. И вот еще одна хоя. У нее даже вот вовсю растет сам черенок. И растут вовсю корни. Просто красота. Так, и вот ее, по-моему, боковое ответвление, боковое, которое я срезала и тоже посадила. Но здесь ничего. Пока ничего, но листик растет, все нормально. Вроде бы все, или кто-то еще был. Может, я куда-то кого-то поставила в другой контейнер, надо посмотреть. Я ем малину и рассуждаю, ребята. Наверное, я вот эти 2 уже с корнями. Вот этот черенок и вот этот уже оставлю вовне. Будем адаптироваться уже к условиям нашим комнатным, к нашей влажности. Я думаю, так как у них уже корней наросло, то все с ними будет в порядке. Так, здесь еще ничего нет. Ставлю сюда. Здесь как бы уже есть, но мне кажется, маловато. Рискованно еще вынимать. Ну и здесь я подожду, пока ростик пойдет. Тоже оставлю в тепличке. Ну, соответственно, здесь я корней... Ну, они, наверное, есть там внутри, только начинают свой рост. Но я их визуально не наблюдаю. То есть вот эти вот 4 стаканчика будут продолжать жить в контейнере. Все, друзья мои. А вот эти 2 пойдут на кислород. А, я вам покажу, я все-таки посадила
лакунозу, тут черенок с корешками. Но он без теплички. Вот чем лакунозы хороши, с ними не нужно сильно нянчиться. Они в воде дали корешки. И я думаю, тут прям так влажно-влажно. Я в грунт воткнула, и вот она такая вся с тургором. Кстати, у основного растения, у маточника, тоже все нормально. Восстановился тургор после 3 поливов водичкой. То есть лакунозы, они молодцы. У меня такая красивая еще есть лакуноза. Very big and long leaves. Она классная, мне так нравится. Мне ее подарили тоже. Растет там вовсю на лоджии. А вот этот, я смотрю, он тоже без всякой теплицы прекрасно себя чувствует, хотя корней еще не видно, стоит здесь на полочке. В общем, классно. Кто захочет, могу вам предложить. Думаю, пока вы захотите, корешки уже подрастут. Могу срезом. В общем, вот эти две, все, живем на воздухе, хотя здесь такие корешки. Прям, знаете, можно чикнуть, и будет 2 черенка. Вот этот останется с корнями уже. И этот можно укоренить. Но я этого делать не буду. Прямо вот, да? Прям вариант, когда можно легко укоренить. Еще один сделать череночек. Ну, у меня здесь уже есть. Ну и здесь тоже. Видите, во влажной среде корешки вот так поверх грунта растут. Все, друзья мои, всех обнимаю. И всем говорю пока-пока. Всем вам вкусное летнее пока.